Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Спасибо большое, что смотрите и подписываетесь на мой канал, ставите лайки, пишите комментарии. Я вам за это очень признательна. Если вы смотрите это видео, значит пришло время уборки лука. Но есть сомнения, когда же убирать лук на зиму? Подошли ли сроки уборки лука? И как правильно подготовить лук к хранению, чтобы он не болел и не загнивал во время хранения? В этом году был особый луковый сезон. Весна длинная и холодная, а лето дождливое и тоже с холодными ночами. В общем, луку досталось. Но все-таки он вырос. Посмотрите, какой лук на моей грядке в этом году. И время уборки наконец пришло, что не может не радовать. Я выращиваю репчатый лук из лука-севка, делаю подзимние посадки. Этот лук был посажен в открытый грунт в середине октября прошлого года, то есть он фактически озимый. При выращивании лука как озимой культуры убирать такой лук следует несколько раньше, чем тот лук, который был посажен весной, в весенних посадках. В 6-й климатической зоне, где живу я, лук-севок, посаженный под зиму, обычно убирают во второй декаде июля. Для средней полосы России, в зависимости от особенностей летней погоды, это может быть конец июля, начало августа. Перед началом уборки лук-репка обычно предупреждает о том, что он уже созрел своим видом. Начинают полегать листья или перья. Возле головки шейка стебля луковицы становится тонкой и мягкой, теряет тургор, а внешняя оболочка луковицы подсыхает и приобретает характерный для сорта цвет – или золотистый, или красный, или прозрачно-белый. Это говорит о том, что лук уже накопил максимум питательных веществ, и рост его заканчивается. Остальные питательные вещества, которые еще остались в луковых листьях или в перьях, а это примерно 20% от общей массы выросшей луковицы, плавно перетекут в луковицу после того, как овощ будет убран из грядки и оставлен в сухом, притененном и хорошо проветриваемом месте для окончательной просушки и дозаривания, то есть завершения биохимических процессов созревания лука и уже затем обрезки усохшей ботвы. Примерно за 7-10 дней до того, как репчатый лук будет убран с огорода, я обрабатываю растения 1% бордоской жидкостью, чтобы подавить развитие гнили и грибковой микрофлоры, которая может развиться в процессе хранения лука на сахарах. Их довольно много в луковых головках. При жарке лука именно сахара придают ему карамельную золотисто-коричневую окраску. После такой обработки минеральным фунгицидом лук еще находится на грядке примерно неделю. Сульфат меди и известь делают свое дело, обеспечивая чистоту микрофлоры на луке, что предотвратит от грибковых заболеваний в процессе хранения. Как приготовить водный раствор бордоской жидкости для обработки лука на хранение? В отдельных емкостях следует растворить по 100 грамм сульфата меди и 100 грамм гашеной извести, каждый препарат в 5 литрах воды. А затем в водный раствор извести ввести водный раствор сульфата меди или медного купороса, все время помешивая полученную смесь. Обработать лук бордоской жидкостью лучше в сухую и теплую погоду, предпочтительнее в первой половине дня, прямо на грядке, еще до уборки лука с огорода. После обработки луковицы должны хорошо просохнуть и сохранить на себе остатки минерального фунгицида. После обработки лука бордоской жидкостью в пищу его можно употреблять уже через 5 дней. Примерно через неделю после такой обработки я убираю репчатый лук с огорода, дозариваю, просушиваю, срезаю остатки засохшей ботвы и отправляю на хранение. Но иногда бывает так, что из-за дождливой и холодной погоды созревание и уборка лука задерживаются, и он снова может прорасти, что крайне нежелательно. В таких ситуациях требуется ускорение процесса созревания. Как ускорить созревание лука? Например, вы можете несколько уменьшить покрытие грунтом луковичных головок, чтобы луковица оказалась на поверхности и таким образом быстрее созревала. Или же с помощью обыкновенной лопаты подрезать корни луковиц, и рост прекратится. Также будет запущен процесс созревания. Я выращиваю лук на грядке, где грунт супесчаный, поэтому остатки почвы легко отделяются от луковиц. Но если, например, лук рос на глинистых почвах, то его необходимо дважды просушивать после вырывания из почвы и затем после окончательного удаления высохшей ботвы.
Как я храню лук? До наступления мороза лук хранится под навесом, в сухом затененном месте, в металлических сетках. Примерно в середине октября я меняю место хранения. Переношу в сухое и хорошо проветриваемое подвальное помещение, в котором довольно прохладно. Оптимальная температура хранения для репчатого лука и лука-шалот +1, +3 градуса Цельсия. Чтобы урожай был пригоден в пищу до следующей весны, лук следует периодически просматривать и удалять заболевшие или проросшие луковички. Посмотрите, сколько лука выращено в этом году. Прошлой осенью, примерно в середине октября, я посадила 2 килограмма обыкновенного репчатого лука, примерно полкило белого и полкило красного. Вот что из этого количества лука-севка получилось. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, оно еще кому-то сослужит полезную службу. Спасибо за просмотр!